Всем привет, мои курящие солнышки. Меня зовут Алиса. Вот, и сегодня мы отвечаем на вопрос, такое небольшое интервью для вас. Курим и отвечаем вместе на вопросики. Вот. Подкури, подкури мне. Так вот, поехали. Ответ на вопросики. Во сколько лет я начала курить? Я начала курить где-то в 19. Вот, и уже, получается, курю я 7 лет. Давайте следующий. Сколько сигарет в день обычно я курю? Давайте так, в одной пачке где-то 20 я могу выкурить, ну, наверное, пачку или 1,5 пачки. Вот, я просто курю еще электронки, курю и сигареты, и электронки, вот. Ну, тут как получится. Но в основном, наверное, я выкуриваю пачку в день. Вот. Чувствуешь ли зависимость от сигарет? Да, очень сильная зависимость от сигарет. Я прям... я хотела бросить, но пока не получается. А еще вам это нравится, и поэтому я пока не бросаю. Колечки для вас, мои любимые курильщики. Так вот, продолжаем. Вот чувствуешь ли зависимость? Очень чувствую зависимость, особенно когда я, короче, лежала в больнице какое-то время, давненько. Вот, очень сильно хотелось курить. Прям очень-очень-очень сильно. Я неделю не курила. И я смотрела фильм, если смотрели фильм, как это называется, «Бесславные ублюдки». Поправьте меня там в комментариях, если что, или где-нибудь поправьте меня, если я ошиблась. Когда Ганс курил вместе с девушкой, и они так вкусно курили, и кушали штрудель с мороженым. И я такая, господи, я так хочу покурить, просто ужасно. Я просто очень сильно хотела курить. Но нельзя было выходить, и я только спустя неделю нормально могла выкурить свою сладкую сигаретку. Поэтому я считаю, что да, у меня, наверное, зависимость. Оцени свою зависимость по шкале слабая, средняя, сильная и очень сильная. Слушай, ну я думаю, что у меня, наверное, очень сильная зависимость. Ну, типа, я курю утром, курю вечером. Я люблю курить по 3 сигаретки, например, с утра. Могу покурить вечером. Я люблю курить после того, как покушала. Я люблю курить во время прогулки. Я, короче, вообще много курю на самом деле. Спонсируйте меня, пожалуйста. Присылайте мне блоки стик. Вот. Я курю на своих стримах много. Иногда курю, и мне пишут, что, ой, извините, мне пепел упал. Курю, что это... Говорят, сексуально курю. Говорят, нравится. Могу. Для вас очень близко. Поэтому, да. Просыпаешься ли ты ночью покурить? Слушай, ну такое бывает редко. Я бывает, что проснусь и чувствую, что как будто бы сна нет. Я могу выйти, я люблю очень курить на балконе. Я курю у себя, вот, в комнате, и я курю еще и на балконе. На балконе люблю очень сильно курить. Я люблю курить на природе больше, знаешь. Не знаю, это какая-то своя атмосфера, когда спокойно и тихо, и можно смотреть на отличную погоду и затягиваться спокойненько. Вот это обожаю. Вот как раз вопрос про чувствуешь ли утром после пробуждения желание покурить. Да, бывает. Бывает, что
Я говорила уже об этом, что я по несколько сигарет могу курить. Я могу выкурить 3 сигареты. Я люблю пить кофе с утра и люблю выкурить сигаретку. Ну, это классика. Это, наверное, классика. Это я обожаю, честно говоря. Вот. И потом иду еще по пути, пока иду за кофе, я люблю еще выкурить сигаретку. А потом выйти с магазина и еще сигаретка. Уже с кофе, уже с кофе. Люблю посидеть, попить кофе на лавочке где-нибудь и покурить. Вот так тоже мне нравится. Если чувствуешь, насколько сильное желание от 1 до 10, где 1 чуть-чуть, 10 невыносимое. Утром, если мы говорим утром, всегда курю. Не бывает такого, что я не курю. Это скорее, наверное, 8-9, потому что я курю разное количество сигарет. Могу выкурить 1 сигаретку, а потом через время. Вот. Я пока играю, тоже курю. Я играю в компьютерные игры и тоже курю. И когда я тренируюсь, я тоже курю. То есть я могу сделать несколько тяжелых подходов в тренировке и тоже покурить. Вот. Я думаю, 8-9, все в зависимости от того, насколько сильное желание, типа, с утра покурить. Бывает, что несколько сигарет, бывает, что 1-2 могу выкурить. Бывает, могу даже, наверное, 4. Но, честно, 3 точно могу выкурить с утра. Как быстро после пробуждения куришь? Практически сразу. Ну, то есть я вот проснулась, да, вот я с вами 2 закурила за ваше здоровье, мои солнышки. И я сразу курю. Сразу курю 1, потом могу еще 1. Вот 2 подряд, наверное, могу выкурить, да. Сразу же, просто только глазки открыла. Следующий вопросик. Если ты пойдешь в кино, сможешь ли ты высидеть 3-часовой фильм или нужно будет выйти покурить? Слушай, хороший вопрос. Я в кино вообще очень давно не была. Обычно дома смотрю кино и курю, но мне кажется, я бы несколько раз, наверное, бы вышла. Я бы не высидела бы все. Может быть, какой-то неинтересный момент или, наоборот, интересный я пропущу, но я бы покурила бы. А сколько ты можешь не курить, пока станет невыносимо? Ну вот, если мы говорим, если какие-то обстоятельства, я могу долго не курить. Но у меня есть сила воли, но просто если есть шансик покурить, я покурю. Так, что ты сейчас спрашиваешь у меня? Сколько минут в среднем проходит между сигаретами? А, Например, на стримах, когда я стримлю, это может быть спустя часик. Спустя часик я могу покурить там, допустим, через полчаса. Бывает, когда стресс, я могу несколько сигарет покурить, если меня там кто-то обижает. Не знаю, все по-разному зависит. Я не считаю время. Я наслаждаюсь моментами, можно так сказать. Можешь ли ты представить себя без сигарет? Ну да, я больше время, ну вот подростковое я не курила. Я не курила вообще. Курила вокруг людей, ну вокруг меня людей очень много, но я не хотела. Я вообще раньше была большая заядлая, такая, ну знаешь, как заядлая противица курения, наверное, вот так можно назвать. То есть я была против того, чтобы курить. А потом я связалась с компанией и закурила. Компания очень прикольных людей. Вот. И мне понравилось с ними курить. Но мы очень классно проводили время вместе и выкуривали всегда на балконе. Наверное, из-за этого я люблю курить где-то на природе вот так. Так, что еще? Было тяжело, я бросала курить. Тут вопросик такой от тебя. М,
Бросала ли ты когда-нибудь курить? Ну да, было дело. Я бросала на пару месяцев, но случался стресс, и мне надо было как-то от него избавиться, и я выбирала покурить. Я курила, мне становилось легче. Вот. Если выпьешь, как часто куришь, выпив сколько можешь потерпеть без сигарет? А, Ой, я чуть-чуть пролистнула вопрос, но я повторю другие. Я не пью, но когда пила, сейчас уже не пью, как год, вот, когда пила, я курила редко. Не знаю, там скорее настроение другое. Иногда бывало, что часто курил со своими коллегами, мы бегали курить постоянно. Вот. Сейчас я не хочу бросить курить. Жалеешь ли ты, что начала курить? Ну, отчасти думаю, что да. Я, наверное, чуть-чуть жалею, что честно, но честно, я жалею, что я начала курить. Потому что у меня астма. Ну, я не хочу бросать курить. Ну, мне нравится слишком. У меня бронхиальная астма, и мне часто сушат горлышко. Одышка, походу. Но это не мешает мне, типа, тренироваться и так далее. Что тебе больше всего нравится в курении? Ну, в этом какой-то свой романтик. Какая-то романтика, наверное. Как-то проведение времени по-другому. Мне нравится, это знаешь, как социализация, вот это общение с людьми, и ты куришь. Вот у меня связалось с этим. Простите, пожалуйста, у меня очень горлышко сушит. Надо попить водички. Вот. А, вот, вот это мне нравится. Что еще? Что мне не нравится в курении? Ну, болячки, наверное. Вот как раз моя астма, типа, мне не нравится. Я часто задыхаюсь. Но я скорее думаю, что это из-за того, что я курю и электронные сигареты, и сигареты. А еще я очень любила раньше кальяны. Но сейчас я кальяном перегорела, и я предпочитаю больше сигареты курить. Так, что еще вопросик? Оцени состояние своих легких, хорошее, среднее, плохое. Пиши, почему так думаешь. Я думаю, что среднее, потому что курю я много. У меня есть небольшая одышка, есть астма, кашель. И я как-то, когда попала в больницу, я заболела, и у меня обострилась астма. Вот, и сейчас я немножко на лекарствах, вот, и так получилось, что это. Они мне помогают, в принципе, сильно мне не мешают это никак жить. Поэтому считаю, что среднее. Кашель есть по утрам. Да, по утрам кашель есть. В принципе, когда сушит горлышко, да, очень, да, суховато, кашель появляется. И когда много разговаривать, да. Если у тебя хрипы при дыхании, да, я уже говорила, я задыхаюсь немножко, и хрипы есть, но редко. До этого надо довести, я стараюсь до этого не доводить, потому что я много разговаривала на стримах, снимаю видео и стараюсь, чтобы такого, ну, не было просто. Сейчас я водички полью. Одну секундочку. Угу. Одышка при беге. По ступенькам, когда, ну, ты знаешь, я тренируюсь, не могу сказать, что у меня сильная одышка. Типа, у меня просто тренировки. Я занимаюсь силовыми дома, типа, с железом. Вот, поэтому мне кажется, что у меня как таковых очень сильной одышки нет. Легкая есть. Вот сегодня, да, сегодня по ступенькам поднималась много, и да, была одышка. В горочку нет, наверное, тоже нету. Сможешь ли ты пробежать километр, и будет ли это легко, тяжело? Бля, будет очень тяжело. Мне кажется, это будет очень, очень тяжело. Я не люблю бег.
Извините, пожалуйста, мои солнышки, но если вам нравится, я рада. Я не люблю бегать. Мне кажется, я задохнусь. Вот сейчас тоже чуть-чуть. У меня есть ингаляторы, я пользуюсь ингаляторами, чтобы не задыхаться. Но я думаю, что я бы смогла пробежать, если бы перед этим воспользовалась бы ингалятором и другими штучками лекарственными. М, Щас, подожди, прочитаешь еще вопросик, и я тебе отвечу. Я чуть теряюсь, потому что не вижу, как... А, чувствуешь ли ты дискомфорт в местах, где нельзя курить? Да, бывает такое. Бывало такое, что мне делали замечание, что я, типа, курю там, допустим, на пешеходном переходе, типа. Не очень приятно было, конечно, но, как бы, я понимаю, что это может мешать людям, и я отношусь к этому с пониманием и стараюсь курить в отведенных местах. Вот. И чтобы не мешать, типа, людям, детям и так далее, типа, вот как-то так. Извините, моя котика передает вам привет. М, Котика, тихо. Так вот, следующий вопросик. Давайте затяжечку за вас. Опиши ситуации любые, если такие были, где очень хотелось покурить и нельзя было, как справлялась? Наверное, таких ситуаций не было, кстати. Ну, может быть, я не помню. Не знаю, как-то доступно курю, что ли. М, Я не предпочитаю крепкие сигареты, я не люблю крепкие сигареты, мне не доставляют они удовольствия. Я могу покурить для вас, но без кайфа. Я больше люблю вот те сигаретки, которые я показала, вот эти мне нравятся. Покурю для вас даже несколько... Ой, извините, пепел. Вот. Фух. После пробуждения сколько времени проходит перед тем, как покуришь? Это вопросик уже был, и я курю практически сразу. Тяжело ли тебе курить? Не курить сутки? Да, было. Меня уносит. Меня тяжко, да. И меня уносило. Уносит, и голова кружится. Лучше в такие моменты сидеть и курить. Поэтому, да, вот такое было. Так, мешает ли курение в обычной жизни, когда нет возможности покурить? Не поняла этого вопроса, мешает ли курение в обычной жизни. Вообще в обычной жизни курение, ну, мешает только вот в некоторых моментах, да. Спортивных, так сказать, при беге я бы не хотела бы. Когда нет возможности покурить. Ну, вообще, ну, не знаю, как ответить на этот вопрос. Ничего не мешает, всё нормально. Были ли поездки в поездах? Да, где нельзя было курить. Да, это было очень тяжело. Я ездила в прошлом году в поезде и ездила сутки. То есть сутки и очень короткие станции. Буквально ты куришь, буквально вот так быстренько. Я курила по 5-6 сигарет за раз. То есть я пока разговариваю по телефону с кем-то, пока стояла, просто ходила туда-сюда. И я курила несколько сигарет, да. Это было тяжело было. А в тамбуре я не курю. Я чуть-чуть послушно пережу. Я не хотела бы, чтобы на меня ругались проводницы, вот поэтому так получалось, что курила очень много, очень много. Куришь ли ты больше своих знакомых и друзей? Да, думаю, да. Думаю, я курю больше всех. У меня нет никого знакомых, кто курил бы столько же. Они скорее курят меньше, чем я. А говорят ли тебе знакомые друзья, что ты слишком много куришь? Да, бывает. На стримах очень часто бывает такое, что мне говорят, почему ты куришь одну за одной, почему ты куришь две подряд.
и так далее. Да, бывало такое. Мешает ли курение заниматься спортом? Ну, вот бег, наверное, да, но я и не бегаю, я занимаюсь силовыми, а так нет, на самом деле. Я сделала подходик, покурю. Закончу тяжелую тренировку, еще раз покурю. Выйду на балкончик и покурю с кайфом. Так что, наверное, нет. А наша сигаретка заканчивается, вот. Спасибо вам большое за то, что меня послушали, посмотрели. Я рада с вами познакомиться. Всем спасибо. Давайте еще последнюю тяжечку до пяточки. Хорошо. Все, всем спасибо большое. Всем пока. До встречи.